Ну что, Пиканета? Началось все с автобуса, который везет нас в сердце гор, Бисурту, точку, откуда начинаются все тропы к вершинам, и начало нашего маршрута на Анетте, самую высокую точку Пиренеев. Да, ну то есть там типа 20... Отсюда начинается наш путь к приюту Ринклюса. Это первая остановка для всех тех, кто идет на вершину. И снова здрасте. После последней неудачной попытки восхождения на Пиканета, спустя 2 недели, и мы снова пытаемся это сделать. Но в этот раз абсолютно по другой стратегии. В этот раз мы попробуем заночевать возле рефьюжа. И после этого рано утром налегке попробовать подняться. В этот раз наша команда состояла из 4 человек. Егор – опытный пиренейский восходитель, покоривший многочисленные вершины. Его жена – Ася, которая с таким же энтузиазмом разделяет его приключения. Ксюша – моя невеста, наш горный фотограф. И я. Идем потихоньку в рефьюж. Сегодня однозначно теплее, чем в прошлый раз. Прям солнышко припекает. И сумка немного потяжелее, потому что в этой сумке я несу все бивачное на эту ночь. И завтра наверх пойду с другой, где у меня все подготовлено на подъем. И она более легкая. Фух. Добравшись до приюта, к нашему удивлению, все места для биваков были заняты. Коровами, а не людьми. Похоже, они тоже любят отдыхать в горах. И мы решили не вступать в бой за земли и продолжить путь. И разбить лагерь ближе у подножия, пока еще есть свет и силы. Яблочко такое можно. Прикольно. Ну мы вот ходили на Виньмаль, там они вообще барс. Я не давал свою авторизацию на эту съемку. Тебя для влога снимают, еще надо сказать это то же самое на английском и то же самое. Не, надо микрофон туда включить, как полагается. Накраситься. До озера? Пару дней. Озеро Если через Польшу пойдем. Так. Самое ужасное, когда кто-то снимает под свой клип, и потом все идут, не знают, что человек снимает. Я такой остановился, посмотрел в камеру, такой, фак. Пришли на место дислокации. Место, куда хотели поставить наши палатки, забрали вон те коровки вдалеке, если там видно. Поэтому мы будем это все делать немножко не запланированном месте. Как поставим лагерь, поговорим еще. Наши споры. Ты же говорил, что на тяге надо. Ой, хорошая какая земля.
А, мы палку не взяли. А вы знаете, как меня... Прокачиваю свой VO2 Max. Вот я беру таблетки. Ты везде белая. Я знаю. Я тоже таблетки люблю. С тобой. Я просто такой, знаешь, типа, таблетки пальчик такой. Вот. Как он называется? Потом старт таблетки, он такой, типа, газированный сдает. Я хочу рыбу. И контент будет. Я могу Вверх. Я не делала. Ну, тут где-то... Всем доброе утро. 6 утра. Немножко потихоньку все встают, чтобы пойти наверх. А я иду проверить, что у меня там камера. Выжила ночью на улице или нет. Никогда не оставлял Insta360 на ночную запись. Но вроде пишет еще. Мы останавливаем Starlapse. И сейчас поставлю небольшой таймлапс. А там уже видно, что люди прям идут вверх. Фонарики гуляют. Вон еще. И все люди идут вон туда наверх. И, собственно, куда и мы пойдем. И вон вдали еще фонари. А тут прям рассвет начинается потихоньку. А вот это Медведица. Созвездие. В принципе, последнее, которое видно. Сейчас попробую поставить таймлапсик. И пойду завтракать. Да, вот камера. Видно прям себя. И поставим таймлапс. Таймлапс с 8К, 24 кадра, нормально. И вот как раз мы запишем рассвет, и там как мы просыпаемся. Все, отключаем запись. Starting recording. И все, пошло-поехало. Но у меня до сих пор вот эти фонарики прям вообще что-то с чем-то. И там один тип вообще здесь вот проходит тропа, чтобы идти наверх. А там какой-то тип вообще просто в тупую пошел напрямик. А те, которые вот там верхний, там они идут по вот маршруту, по которому мы шли в прошлый раз с Пашей. Но посмотрите, не красота ли это?
кармане. Дать тебе? Выше. Можно смотреть в одну сторону. Вот, можете друг на друга. Супер, супер, класс. Ну что, практически собрались. Вот такой вот у нас безумно красивый рассвет сзади. Сейчас будем потихоньку выдвигаться на вершинку. Вон туда наверх. Вообще, ну типа на камеры Sony. Классное утро. Да? Классное, приятное утро. Начали подъем. Потихоньку идем вверх. Конечно, после ночи на природе и ночной охоты за звездами и с малым количеством сна идется не очень бодренько пока что. Но я думаю, сейчас раскочегаримся и пойдет быстрее дело. Бивень, да. Он не продувает спальник. А потом... Сделали небольшой привал на перекусить. Как команда, бодро идем? Еще бы. Ася? Оператор, а ты-то как? Да, потихоньку. Спать хочу, правда. Сердечко из-за этого шкалит, голова не работает. Мужчина — это случайно выживший мальчик. Самое точное определение, что когда... Первые следы снега говорят о том, что впереди нас ждет ледник Канетта, и пора подыскивать место, где можно надеть кошки. Он расположен на высоте чуть свыше 3000 метров, но он все еще движется, пусть и очень медленно, всего несколько сантиметров в год. Толщина льда местами достигает 50 метров. Застежкой же снаружи было, правильно? А?
начали потихоньку подъем по оставшемуся леднику. Вроде как здесь буквально остался маленький кусочек. Весьма, я бы не сказал, что он сильно какой-то крутой, техничный, пологий. Так что нормально. Ледник Канета – крупнейший ледник в Пиренеях. Его площадь сегодня составляет всего около 45 гектаров. Но еще 100 лет назад он был в 3 раза больше. Климат меняется и ледник стремительно тает. Ученые прогнозируют, что к 2050 году он может вовсе исчезнуть. Питпокет, знаешь это? Прошли немножко ледника, остается последний рывочек по леднику, и потом будет так называемый мост Мохаммеда. Вот я в предвкушении этого участка, если честно. Он как бы считается самым опасным на протяжении всего маршрута, и там вот нужно будет немножко быть аккуратным. Ну, по состоянию вообще абсолютно нормально идет. Единственное, что голова немножко тяжелая, потому что, скорее всего, ночью не так хорошо выспался, потому что ночью звезды фотографировал, снимал всякое и поздно лег, а в 6 утра встали. И там, я не знаю, пару раз ночью просыпался, и просто из этого такое немножко прибитое состояние, но физически как бы нормально. Самое прикол, что я еще на одной батарее живу. На это, да, ночью она полностью осталась заряженной. Но вот на Соньке, к сожалению, мне кажется, одна батарея. Начинаем потихонечку подбираться к лезвию. Хочется воочию на это все дело поглядеть. Да. Главное, что вот не хочется, чтобы много народу было, чтобы были всякие ботлнеки, очереди и так далее. Как-то так. Все-таки пришли, и здесь небольшой ботлнек. А вон вершинка наверху, видно ее. И чтобы до туда добраться, нужно проползти вот по этому участочку. И здесь вот находится очередь людей, кто уже либо поднялся и просто чилит, либо собирается стать в очередь на подъем. Ну и вот тут вот такие вот виды. Мост Мохаммеда – последний участок перед вершиной. Это узкая каменная гребневая арка длиной около 40 метров. Каждый шаг здесь заставляет задержать дыхание, ведь под ногами слева и справа обрыв. Каждое последующее действие должно быть четко взвешено, ибо оно может стать последним из-за глупо необдуманного шага. Опа. Ну что, возможно,
Первый латвиец-латыш поднялся на самую высокую точку Пиреней, на Пиканета со второго раза. Вот такие вот замечательные здесь в округе виды. Когда ты достигаешь вершины, приходит чувство, которое невозможно описать словами. Усталость меняется восторгом, страх — гордостью. А вот. Нормально. Но приключение еще не закончено. Вершина — это только половина пути. Теперь нас ждет спуск, который требует не меньшего внимания и аккуратности. Спуск иногда сложнее подъема, ведь усталость дает о себе знать. Этот спуск был особенно тяжелым, и я практически ничего не снимал. Но это не конец приключений. Присоединяйтесь к следующим приключениям, подписавшись на канал. До следующих встреч в горах. Конец связи.